Мы начнем с пары очень простых, но в то же время очень важных фигурных клавиш. Нажми на кнопку «плюс», чтобы создать основу, которая будет оригинальной сеткой, а затем еще две фигуры, которые он назовет закрытые глаза и открытый рот. Эти тесты выражения будут полезны в качестве строительных блоков для дальнейших выражений и для того, чтобы убедиться, что глаза, зубы и внутренняя часть рта хорошо работают с текущей моделью. Давай начнем с закрытых глаз. Я записал несколько справочных материалов о себе, чтобы привести несколько примеров из реальной жизни о том, как добиться правдоподобного выражения лица при моргании или просто сознательном закрытии и открытии глаз. Нам нужно сдвинуть веки вдоль поверхности глазного яблока навстречу друг другу, но дело не только в том, что верхнее веко заметно опускается большую часть пути вниз, а эти ресницы слегка толкают нижние ресницы вниз. Нижние веки только немного приподнимаются, чтобы встретиться с верхними. Там также есть четкая дуга вниз к закрытым векам. Складка над глазами, когда глаза открыты, также в значительной степени исчезает, когда глаза закрыты, так как вся кожа оттягивается вниз. Как, конечно, гораздо больше деталей на реалистичных глазах. Но мы просто применим упрощенную версию этого к стилизованному персонажу. Убедись, что выбрана правильная клавиша формы, и войди в режим редактирования, включив симметрию X, чтобы изменения с одной стороны были перенесены и на другую. Если ты не уверен, что голова идеально симметрична, тогда снова удали одну сторону и используй зеркальную модификацию, прежде чем переходить к каким-либо клавишам формы. Теперь мы хотим сначала отредактировать эти края век, что будет проще с помощью рентгеновской штриховки. Но сначала вам нужно определить точку поворота для поворота островков, вокруг которых должны быть сами глаза. Вернись в режим объекта, выбери глаз и установи курсор с тремя буквами D на выбранный объект, если это сработает, потому что начало объекта немного смещено. Ты также можешь использовать режим выделения и редактирования или просто буквально посмотреть на него, затем вернуться в режим редактирования на голове. Изменить точку поворота на курсор с тремя D и начать вращать края верхнего века с видом сбоку. Ты также можешь сделать это с любым другим из вас. Просто убедись, что ты вращаешься вдоль оси X. В идеале верхнее веко должно двигаться примерно на 3/4 вниз по дуге от одного угла глаза к другому. После этого ты можешь перемещать края более свободно, чтобы дать им немного больше места и точно настроить их положение. Ты также можешь заметить некоторые проблемы с симметрией. Просто исправь эти области отдельно. Такие же изменения необходимо внести для нижних век, которые лишь немного двигаются, но вверх, чтобы встретиться с верхними веками и сами стать более или менее прямыми. Тогда убедись, что оба века примерно выровнены. Теперь в игру вступают 3-4 дополнительные кромочные петли, которые мы добавили для век. Выделите их и сдвиньте вниз к концам век. Ты также можешь сдвинуть последнюю петлю немного внутрь, так как это немного расслабляет кожу вокруг глаза, еще больше удаляя складку, которая была там раньше. С включенной функцией изменения с несколькими разрешениями мы всегда можем видеть наш конечный результат. Но отключите его, когда вы хотите отредактировать фактическую сетку в режиме редактирования Modern Sculpt, хотя не очень важно, чтобы клавиша Shape хорошо выглядела при сдвиге значений. Может быть очень полезно посмотреть, что и куда движется прямо сейчас. Веки, вероятно, не совсем соприкасаются друг с другом, когда разделены. Чтобы немного облегчить исправление этого, мы можем создать несколько групп вершин. Это поможет нам быстро выбрать и скорректировать конкретные области, чтобы определить их. Чтобы выбрать часть головы, например, нарисуй что-нибудь над уголками глаз, а затем перенеси это на веки.
Группа верхних вершин, повторите это для других групп вердиктов островки, нижний рот, верхний рот. Ниже. Чтобы отредактировать эти фигурные клавиши немного более детальным образом, я вообще могу порекомендовать включить эту кнопку для Shape Key. Режим редактирования. Это покажет тебе смешанные результаты всех твоих клавиш Shape в режиме редактирования и Self. Только тот, который выбран в данный момент. Таким образом, ты можешь сдвинуть значение любого шейка и увидеть результат во время их редактирования. Тогда выдели все в группе вершин, опусти веки и спрячь выделение в Sculpt Boat. Эта геометрия все еще скрыта, и на нее не повлияет твоя кисть. Затем немного опусти верхнее веко вниз, чтобы протолкнуть его в нижнее веко. Ты также можешь дополнительно отрегулировать веки, если есть какие-либо пересечения с глазами или другие проблемы. В идеале петли также должны иметь немного ровное расстояние между ними, чтобы не создавать жестких краев при разделении островков в качестве наконечника. Опять же, скрытие геометрии может помочь при выборе определенных частей сетки, поскольку выбор цикла и растущие выделения останавливаются скрытой геометрией. Таким образом, ты можешь выбрать петли на веках специально, если хочешь. Ты также можешь преувеличить нисходящую дугу закрытых век. В моем примере на экране теперь все довольно прямолинейно. Пришло время сделать то же самое. Но в обратном порядке для открытого рта открытие рта немного сложнее, так как это не просто скольжение кожи, а гораздо больше взаимодействия с челюстной костью и мышцами, двигающими все это. Когда мы открываем рот, это не обязательно имеет какое-то отношение к мышцам, натягивающим кожу вокруг губернии. Вытяжная кость вращается вниз, и кожа и мышцы вокруг нее стягиваются вместе с ней, так как нижние губы соединены с верхними. Бойся, что уголки рта и верхние губы тоже натягиваются, но также удерживаются, соединяясь с носом и прижимаясь к верхним зубам. Это удерживает уголки рта примерно немного ниже середины. Самое интересное, что челюсть начинает отвисать сама по себе. Как только ты открываешь рот, множество мышц тянут челюстную кость вперед, в то время как она продолжает вращаться наружу, челюсть больше погружается в шею. И вокруг точки поворота челюсти образуется выпуклость. Теперь давай применим это к стилизованному персонажу. Убедись, что выбраны клавиши в форме открытого рта, просто чтобы быть уверенным, что ты не внесешь никаких непреднамеренных изменений в другие клавиши в форме. Это часто случается, если ты недостаточно осторожен. Снова используй группы вершин, чтобы быстрее выбирать части головы. В этом случае нижняя часть рта затем отсоединяется от задней части челюсти и шеи. Ты можешь сделать это с помощью выбора лассо, а также убедиться, что затенение рентгеновских лучей все еще включено. Значит, ты можешь выбирать через объект. По сути, теперь у тебя должны быть выбраны нижняя губа, подбородок и большая часть рисунка с видом сбоку. Установи курсор с 3D с того места, откуда ты хочешь, чтобы челюсть вращалась. Еще и для того, чтобы задним числом вставить тебе замечание. Когда я смотрю на эти записи, я установил, что 3D-кера довольно далеки от своего пути, точнее установить их перед годом примерно на треть или половину высоты уха. Конечно, это также зависит от пропорции и стилизации твоего персонажа. После установки точки поворота в качестве курсора с 3 буквами D, теперь ты можешь поворачивать выделение с помощью небольшого связанного пропорционального редактирования с резким падением кривой. Это уже может натягивать верхнюю губу и окружающую кожу во время вращения. Ты можешь повернуть его прямо до того места, где челюсть должна начать вывихиваться и выпячиваться. Теперь в режиме скульптуры ты можешь исправить геометрию растяжения и другие проблемы. Первое, что мы можем сделать, это разгладить шею, где должны скапливаться кожа и жир. Глиняная щетка с небольшим количеством аутосмус может творить здесь чудеса.
Растянутые лица вдоль щек тоже нуждаются в некотором разглаживании, но будьте осторожны, не разглаживайте слишком сильно, не добавляя немного объема обратно. Иначе щеки станут очень плоскими. Задняя часть челюсти, вероятно, также нуждается в небольшой реконструкции, добавив объем обратно и отодвинув угол работы еще на один кончик. Если ты просто хочешь провести немного кожи взад и вперед без особой потери или увеличения объема, тогда используй здесь кисточки для подталкивания и большого пальца. Просто убедись, что чувствительность к давлению для радиуса и силы отключена. И что метод обводки установлен на точке. Ты также можешь спрятать нижние зубы, десны и язык, а пока немного раздвинь и разгладь губы, чтобы получить слегка растянутую старую форму. Да, но будь осторожен с гладкой кистью, так как она может легко разрушить формы твоей модели. Просто продолжай вращаться вокруг модели, чтобы посмотреть на рот под разными углами, а затем сдвинь значение клавиши Shape для сравнения. Или просто установите маленький флажок, чтобы включить и отключить его. Растяжение и потеря объема щек безусловно важны, но убедитесь, что вы не теряете объем на скулах. Объемы лица всегда должны быть примерно одинаковыми, точно так же, как когда вы лепите одежду во второй главе, структура костей должна быть главным, что сохраняет пропорции головы вместе. В данном случае скулы, челюсти, зубы, а также более твердые структуры носа. Если ты в основном думаешь об открытии рта в этих терминах, а затем перемещаешь жир и кожу вокруг него, тогда легче понять, как сделать эти мимические движения более убедительными. Затем ты можешь продолжать настраивать формы столько, сколько захочешь. Также не забудь посмотреть на это с включенными проволочными рамками, так как кожа должна быть натянута повсюду, а не только непосредственно там, где двигаются кости и мышцы. Это сразу сделает его более естественным. Теперь, когда рот открыт, мы можем лучше видеть внутреннюю часть рта с зубами в этот момент. Если ты хочешь настроить эти области, обязательно выбери клавишу базовой формы и выбирай или лепи оттуда. В противном случае эти изменения будут видны только тогда, когда вы включите клавишу формы открытого рта, что при желании выглядело бы очень странно. Ты можешь создать второй ключ формы движения челюсти, чтобы продвинуть его дальше, вывихнуть челюсть и напрячь мышцы на щеках. Но я оставлю это относительно простым на данный момент, когда мы не гигиенично относимся к другим объектам. Теперь становится ясно, чего не хватает. Хотя объекты внутреннего рта, например, также должны двигаться вместе с челюстью. Так, для этого создай основу и открой рот ключом формы. Убедись, что у тебя выбрана форма открытого рта на всех этих объектах, а затем войди в режим редактирования на всех из них одновременно. Затем с той же точкой поворота, что и для челюсти, поверни сетку вдоль оси X, чтобы она соответствовала открытому рту. То же самое, конечно, должно произойти и с ресницами. Так сделай то же самое здесь с закрытыми глазами. В этом случае глаза были точкой поворота для поворота век. Так что поверни размер ресниц, чтобы они примерно соответствовали островкам. Слишком много общей позиции, но также, что более важно, соответствует ротации. Конечно, это не совсем совпадает. Так что выровняй сетку дальше и включи режим редактирования или режим лепки с закрытыми глазами, если хочешь придать ей нужное положение. Я все еще могу порекомендовать использовать эту щетку со змеиным крючком, так как она также немного вращает сетку. Теперь, конечно, как только ты действительно начнешь лепить выражение, мы будем смешивать фигурные клавиши влево и вправо. Так что будет здорово, если клавиши формы разных объектов будут двигаться в унисон, а не по отдельности.
Способ сделать это в Blender– это использовать драйверы. Водители, по сути, заставляют одну ценность влиять на другие ценности. Так, например, мы можем сделать ключ формы в ресницах, скопировать значение ключа формы на голове. Сделай это. Сначала нам нужно знать имя блока данных, которому принадлежит ключ формы головы. Если у вас в настройках включены подсказки Python, вы можете прочитать название при наведении курсора мыши на значение клавиш Shape на объектах Head. Так что в этом случае он читает ключ 0,0. R1 для меня. Еще один способ найти эту информацию– открыть объект в окне контур и открыть там данные объекта. Сейчас ты увидишь маленький зеленый ключевой блок данных. Щелкните правой кнопкой мыши на значении клавиши формы закрытых глаз и выберите «Копировать путь к данным». Теперь значение закрытого ключа формы льда на ресницах. Щелкните правой кнопкой мыши на нем здесь, в драйвере, который откроет небольшое всплывающее окно с некоторыми настройками. Это может показаться довольно сложным, но вы можете в основном игнорировать большинство из них. Во-первых, установите выражение 2 плюс 0,0 вместо плюс 1. В противном случае это всегда добавит дополнительную ценность, чего мы на самом деле не хотим. Мы хотим скопировать значение из другого ключа формы точно 1,1. Затем нажми на выпавший маленький топорик и установи его на одно свойство. Так что он будет искать только один входной сигнал, который будет значением другого, стройный. Тогда установи идентификатор. Набери второй ключ. И в моем случае это был ключ 001. Тогда вставь путь к данным, которые мы скопировали ранее. И это по сути все. Так что теперь драйвер будет искать одно свойство в ключевой точке или в одном блоке данных, которое соответствует пути, который мы указали. Ты можешь видеть, что значение определяется фиолетовым цветом значения. А если ты сейчас сдвинешь значение клавиши Shape на головке, она сдвинет обе клавиши Shape одновременно. Так что теперь повторите тот же процесс для объектов OpenMouse и InnerMouse, скопируйте путь к данным в драйвере, измените выражение 2 плюс 0. Установи его на одно свойство. Ищи ключевой блок данных и вводи имя того же блока, что и раньше. Затем вставьте путь к данным, который вы скопировали, чтобы получить тот же драйвер для других объектов внутреннего рта. Просто щелкните правой кнопкой мыши на фиолетовом значении и нажмите «Копировать драйвер», затем вставьте драйвер на клавиши формы других объектов. И с этим, все это настроено со всем этим, ты готов приступить к остальной части лепки выражения.